Привет всем! Я рада видеть вас на своем канале. Меня зовут Надя, и в этом видео я буду вязать вот такой рюкзак крючком из трикотажной пряжи. Смотрите, на основе этого рюкзака можно связать небольшую сумку-торбу с овальным донышком. Да, то есть вам нужно будет просто связать донышко и связать стеночки. Но также вы можете продолжить вязать вместе со мной, и тогда у вас получится вот такой рюкзак. Лямочки этого рюкзака. У него, кстати, единая лямка. Здесь можно это видеть. Он застегивается на магнитную кнопку. Это довольно небольшой рюкзак, это детский рюкзак у меня. Но, в принципе, если сделать ему лямки подлиннее, то такая модель может быть и взрослым небольшим рюкзачком. Ну и давайте начнем вязание. Мне потребуется 2 мотка трикотажной пряжи Biscuit. Мой цвет это Лондон. Немножко маркеров. Крючок для вязания у меня это номер 8 от Prim. Пластиковая иголка для трикотажной пряжи с тупым концом и широким ушком. Пряжа у меня это 100% хлопок Biscuit от пряжи Центр. Ссылку и промокод на пряжу вы найдете внизу под видео в инфобоксе, а характеристики этой пряжи можете наблюдать вот здесь. Я начну вязать рюкзак с донышка, и для того, чтобы делать мне бесшовное донышко узором, который я задумала, я отмотаю хвостик. То есть в этом мастер-классе я буду использовать метод бесшовного вязания хвостиком. Опять-таки ссылку на него вы найдете внизу под видео, либо вот здесь по подсказке. Посмотрите обязательно это видео. Ну и для этого отмотаю, наверное, 1,5 метра хвостиком. Беру крючок и начинаю вязать цепочку из воздушных петель. В моей цепочке из воздушных петель будет 7 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Дальше я покажу один прием, который я пользуюсь часто для того, чтобы донышко вот в этом месте в его наборной цепочке не имело больших отверстий. Надеюсь, этот прием будет для вас полезен. Пропускаю первую петлю и вставляю крючок в перемычку второй петли. Подхватываю рабочую нитку и делаю соединительный столбик. В следующую петлю подхватываю, делаю соединительный столбик. Так прохожусь до конца ряда. Поправляю здесь. Делаю воздушную петлю уже хвостиком. Вывожу его. И смыкаю ряд опять-таки с помощью хвостика. Нахожу вот здесь первую косичку. Вставляю под обе дужки крючок. Подхватываю хвостик. Подтягиваю тут все хорошенечко. И с изнаночной стороны в ту петлю, из которой выходит нитка, опять ввожу крючок, подхватываю рабочую нить, вывожу хвостик наизнанку. Подхватываю хвостик, просто в данном случае он является рабочей нитью, да? Все. А сама рабочая нить у меня идет от клубка, как бы главная нить. Посмотрите, у меня получилась вот такая вот штуковина, которая является наборным рядом. Ну и дальше я начинаю вязать уже в эту штуковину. Делаю первую петлю. И я хочу, чтобы у меня шов ушел на моем рюкзачке в складку, то есть вот сюда в бок, да. Я могу начать, конечно, вот отсюда вязать, но тогда шов, даже если он и будет незаметным, но он все равно будет, уйдет на спинку, ну или наперед. А я не хочу, чтобы он был здесь, потому что в складке ему самое место именно там, в складке. Поэтому я вставляю крючок вот сюда, между вот эти петли образуют здесь небольшое отверстие. Сейчас я вам покажу с изнаночки.
Вот. И вот туда я вставляю крючок, подхватываю рабочую нить от клубка. Вязать я буду столбиками с крестиками, поэтому первую петлю я тоже делаю скрещенной. Дальше в эту же точку вяжу еще один столбик. И затем просто за 2 тушки вяжу по одному столбику крестику. То есть фактически это обычный столбик без накида, только он скрещенный. В таких столбиках крючок кладется сверху нити, да, то есть если столбик с накидом делается вот так, то есть крючок снизу заводится наверх, то здесь просто сразу крючок кладется сверху нити, подхватывается нить, вытягивается. Тянуть надо немножко подлиннее. Это будет слишком туго и некрасиво. В каждую петлю до конца ряда по одному столбику. Когда вы дойдете до того места, где угол, сюда нужно сделать 3 столбика. Каким бы узором вы не вязали, что галочками, что столбиками, крестиками, делается по 3. Видите, здесь все очень плотно, поэтому дырочек крючок не наделает, да? То есть если бы это была обычная цепочка, то она, конечно, оставляет большие дыры после того, как вы пытаетесь ее провязать, которые потом нужно как-то маскировать или стягивать. Вот при таком приеме никаких дырочек не остается. Итак, разворот я завершила, и дальше опять по прямой, и вот здесь остается еще один столбик для полного разворота. Смотрите, в обратную сторону по прямой надо вязать туда же, откуда нитка выходит. Вот как бы эти точки даже очень хорошо видно. Не под 2 дужки, как было до этого, а прям в ту же самую точку, откуда вы вязали предыдущий ряд. Количество петель как бы на этих 2 сторонах должно быть одинаковое. И место, где происходит соединение, последнюю петлю делаю. Ножку провязываю рабочей нитью, а шапочку, так, нахожу хвостик, провязываю хвостиком. И соединяю тоже с помощью хвостика. Под первую горизонтальную петлю вставляю крючок, подхватываю хвостик и делаю с его помощью протяжку. Вот так. И вывожу на изнаночную сторону, в ту точку, откуда выходит нить. Здесь я все хорошенечко подтягиваю, чтобы было красиво. Вот посмотрите, каким получился первый готовый ряд. Вот здесь вот 2 угла, 2 разворота, откуда выходят по 3 петли. Вот они, 1, 2, 3. И здесь то же самое, 1, 2, 3. Ну и прямая часть, сверху 6 петель, и снизу тоже 6 петель. Они находятся друг напротив друга. Смотрите, вязать это донышко я буду по формуле идеального овала. Идеальный овал — это круг, поделенный на 2 части, в середине которого вяжется прямая часть. То есть скругление состоит из одного полукруга, затем прямая часть, затем второе скругление, затем снова прямая часть. На скруглениях я делаю 3 равномерные прибавки, ну, точно так же, как и в круге. Да? То есть на этом скруглении в каждом ряду 3 прибавки, и в этом скруглении в каждом ряду 3 прибавки. Прямая часть, соответственно, вяжется по прямой.
прибавки в скруглениях я стараюсь делать не одна над другой, а немножко со смещением. Итак, начну делать второй ряд. Второй ряд я начну делать петельку, которая является соединением. Вот смотрите, если тянуть за хвостик, вот ниточка, которая является хвостиком, смотрите, я тяну за нее, и эта петля движется. Соответственно, это было соединение. Вставляю крючок под эту петлю, делаю первую воздушную петлю. Так как я вяжу скрещенными столбиками, я разворачиваю крючок вот так, провязываю эту петлю. Видите, она тогда получается немного как бы скрещенной, такая же, как и все остальные. Дальше делаю 2 столбика крестика в следующую петлю. Дальше у меня идет прямая часть. В данный момент я связала лишь половину скругления. Вторую половину этого скругления я свяжу, когда буду делать конец ряда. 6 столбиков крестиков. Дохожу до второго скругления и здесь делаю по 2 петли в каждую из этих петель, из этих 3 петель. То есть, соответственно, опять 6 петель. Раз. Два. Три. 4. 5. 6. Снова прямая часть, снова 6 петель. Раз. Два. 3. Я дошла до начала второго скругления и здесь делаю 2 петли в одну петлю. Раз. Два. И одну петлю я делаю вот сюда. Отсюда, видите, одна петля у меня уже выходит. Шапочку у этой петли я провязываю хвостиком для того, чтобы сделать соединение. И, соответственно, соединяюсь. Я связала 2 ряда. Давайте я покажу, как вязать еще 3-й ряд. Опять начинаю вязание в соединение. То есть вот эта петелька, которая движется, если я тяну за хвостик. Делаю первую подъемную петлю, разворачиваю, чтобы она тоже была скрещенной, провязываю ее. Следующую петлю я сделаю 2 петли. То есть я делаю петли крестики, столбики крестики. В столбиках крестиках крючок кладется сверху нити, затем нить подхватывается и петля получается как бы перевернутая. Итак, этот ряд будет состоять из чередования 2 петли и 1 петля. Да? Только опять-таки я начала его с середины первого скругления.
Дальше 6 петель обычных. Обычных столбиков крестиков, без прибавок по прямой части. Подхожу к началу второго скругления и делаю 2 петли, 1 петля, 2 петли, 1 петля, 2 петли, 1 петля. Дальше снова прямая часть из 6 петель. И мне остается доделать первую половину первого скругления. Это 2 петли, 1 петля и 2 петли. Ну и соответственно, если вы посмотрите, то дальше это чередование продолжится. 1 петля, 2 петли, 1 петля. И оно в точности совпадет с чередованием, которое вот на этой части. Шапочку последней петли я провязываю с помощью хвостика и делаю соединение. Смотрите, соединение у меня находится вот здесь вот, и оно как бы никуда с этого края не движется, так как я все время начинаю ряд вот в эту подъемную петлю. Да? Дальше я оставлю просто схему к этому видео. Нужно связать будет 7 рядов по принципу идеального овала. Вы можете эту схему сохранить, поставить на паузу, распечатать, перерисовать. Можете просто изучить и запомнить, да? То есть схема будет дальше более полезна, чем мои пояснения. Если вы пока не вяжете по схемам, но вам очень хочется связать такой рюкзак, то переходите вот здесь по подсказке. Там будет видео, где я вяжу отдельно такой же вот овал. Там есть схема, там есть пояснение, там я вяжу практически каждый ряд. Да, только единственное, что там я вяжу другим узором. Там я вяжу овал узором галочки, но для овала не принципиально вязать его галочками или столбиками без накида, или столбиками-крестиками. То описание подойдет для этого овала замечательно, да? Либо просто ориентируйтесь по схеме, которую я оставлю в этом видео. Давайте поговорим немного о схеме и о условных обозначениях. Зеленым ноликом я выделила начало вязания, то есть это та самая первая петля, с которой начинается цепочка из воздушных петель. Дальше стрелками показано направление вязания. Если вы пересчитаете нолики, то их будет 7. Они обозначают первую цепочку, первую наборную цепочку воздушных петель.
Символом дуга я обозначила соединительную петлю. Эти петли используются в наборном ряде, но и во всех остальных рядах символ дуга обозначает соединение. Да? То есть, в принципе, я показываю в этом видео свое конкретное соединение, которое подходит ему, но можно использовать любое другое, которое вам больше нравится. Ну и, соответственно, нолик — это воздушная петля, петля подъема. Символ, похожий на букву Т, это столбик без накида, либо скрещенный столбик. В данном видео это скрещенный столбик. Ну и надеюсь, мои обозначения вам понятны и моя схема вам пригодится. Итак, я связала 7 рядов донышка. Шовчик проходит вот здесь, да, если вот он. То есть, соответственно, вот так она выглядит, это донышко. Дальше я буду делать отделочный ряд донышка. Это будут самые обычные соединительные петли по краю рабочей ниткой, то есть той, которая идет от клубка. Хвостик я использую только для соединения. Вставляю крючок под обе дужки петель, которые образуют край, подхватываю рабочую нитку, следующую петлю и затем одну петлю через другую. Такие петли называются соединительными петлями, и я так делаю отделочный край. Последнюю петельку этого соединительного ряда я провязываю хвостиком. Вот он, видите, он короткий. Делаю соединение. Затем вывожу нитку наизнанку. И дальше я перехожу к вязанию ряда стеночек. То есть вот так выглядит донышко, его можно здесь погладить. Смотрите, стеночки я буду вязать за 2 полупетли. Ну, как бы за те же 2 полупетли, за которые я вязала соединительные столбики. Это 2 петли предыдущего ряда, которые образуют косичку, да. То есть обычно при вязании корзинок я бы вставила крючок вот сюда и там нашла бы еще дужку, вот эту дужку, да, вот так бы это было. Вот. Но в этом изделии я решила так не делать. Я буду вязать за 2 петли. То есть точно так же, как будто бы я продолжаю вязать этот овал за те же самые 2 полупетли, за которые я вязала и само донышко. Вставляю крючок, делаю первую подъемную петлю. Просто в стеночках я перестаю делать прибавки. По одному столбику крестику в каждую петлю предыдущего ряда. Вот сюда. То есть не надо путать вот с этими 2 косичками. То есть должно получиться вот так в итоге. Да, просто будет косичка, которая отделит донышко от стеночек. Ну и так до конца ряда. А в конце я делаю опять соединение с помощью хвостика. Ряды на стеночках я соединяю точно так же с помощью хвостика. Ну и смотрите, продолжаю так вязать стеночки на высоту, которую мне нужно. Я стараюсь сделать так, чтобы шов у меня не смещался. То есть каждый раз я его начинаю в петлю, которая является соединительной петлей. Но если вдруг вам перестанет хватать вашего хвостика, например, вы ошиблись с его длиной, его можно всегда надшить, ну то есть отрезать с другого конца мотка нить и просто пришить здесь обычными нитками. Ну и постараться сделать так, чтобы этот шовчик попал потом на изнаночную сторону, например, вот на этот вот стежок он пришелся, чтобы он не вылез на лицо. Второй ряд стеночек
Опять вставляю крючок, делаю подъемную петлю, поворачиваю, чтобы она была тоже скрещенной. И в каждый столбик предыдущего ряда делаю по одному столбику крестику. Ну и так далее. Я не делаю, конечно, никаких прибавок на стеночках. По одной петле в каждую петлю. В конце ряда делаю соединение. Ну и таким образом вяжу на высоту своего рюкзака. Я связала 18 рядов в высоту. Вот посмотрите, шов у меня ушел в бок. Вот он. Дальше я просто обрежу нити и спрячу их на изнанке. Вот такое получается основание у этого рюкзачка. И в принципе это можно уже использовать как готовую сумку. Например, сумку-торбу, сумку-мешок. Вот сюда вот поставить 2 кольца, сделать затяжку. И маленькая сумочка-торба будет готова. Я сделаю еще клапан к этой сумке. И сделаю из нее потом рюкзак. Пришью 2 лямки. Для клапана я набираю цепочку из 7 воздушных петель. Вставляю крючок во вторую перемычку этой цепочки, вот сюда, и делаю соединительную петлю. Вяжу соединительные петли в каждое звено цепочки до конца ряда. Дойдя до последнего звена цепочки, я просто вставляю в петлю хвостик и аккуратненько подтягиваю все нити. Вот такой получается наборный ряд. Дальше я начну вязать первый ряд самого клапана. Вставляю крючок под первую цепочку, под первое звено этой цепочки, подхватываю рабочую нить и делаю первую воздушную петлю. Следующее звено, снова подхватываю рабочую нить, я делаю обычные столбики без накида и делаю столбик без накида. И так до разворота. По одному столбику без накида в каждую цепочку. Я дошла до точки разворота, вставляю крючок вот сюда и делаю в эту точку 3 столбика без накида. Два. Дальше точно так же делаю по одному столбику без накида в каждое звено, вот в ту точку, откуда выходит звено с противоположной стороны. Ну, точно так же, как мы обвязывали первый ряд у донышка. Я делаю по одному столбику. При этом у меня получается идеально стянутый край. Мне не придется прокладывать никаких маскирующих петель.
И в последнюю петлю тоже вот сюда. Первый ряд готов. Перехожу к вязанию второго ряда, делаю воздушную петлю, разворачиваюсь. Видите, в первую точку сделана воздушная петля, поэтому первую точку я как бы дальше не провязываю. Затем в каждый столбик я делаю по одному столбику без накида. До разворота. Разворот — это там, где было сделано 3 столбика в одну точку. Вот я дошла как раз до них. Вот они идут. Если посмотреть с лица, их видно лучше. Раз, два, три. И вот они с изнаночной стороны. Здесь мы делаем точно так же, как мы делали на донышке, но только с одной стороны. То есть мы делаем полукруг, мы делаем прибавки. По 2 петли в каждую из этих точек. Раз, два. Еще раз. Раз, два. До конца ряда проходимся столбиками без накида. И последний столбик без накида я делаю вот сюда, в подъемную воздушную петлю. 6. Снова повторяю эти же действия. Делаю воздушную петлю подъема, разворот. Первую петлю я отступаю, во вторую петлю я делаю столбик без накида, затем в каждую петлю я делаю по столбику без накида до скругления. Скругление начнется там, где идут по 2 петли из одной петли. Вот их очень хорошо видно с лица, а с изнанки, к сожалению, не так хорошо видно, поэтому ориентируйтесь лучше по лицу. То есть еще одну петлю я провязываю, затем переворачиваю и смотрю, у меня начались прибавки, у меня началось скругление, и дальше я делаю по схеме: 1 петля, 2 петли, 3 раза, снова 1 петля, 2 петли, 1 петля и 2 петли. И должно остаться еще 6 столбиков без накида в обратную сторону. Раз, два, три, 4, 5, 6. Получается все правильно. Число вот этих прямых столбиков, оно постоянно. Оно не меняется. Меняется только количество петель в скруглении. Оно увеличивается. Снова делаю воздушную петлю подъема, разворачиваюсь, первую петлю отступаю. Должно быть 5 столбиков без накида, по одному в каждую петлю до скругления. Проверяю себя, смотрю на лицо. Да, все верно. Вот у меня начались прибавки, началось скругление. То чередование, которое я делала в прошлом ряду, 1, 2. Теперь я делаю 2 столбика без накида, по одному в каждую петлю. И затем делаю 2 столбика без накида в одну петлю. И повторяю это чередование 3 раза. То есть 1 раз я уже сделала, делаю еще 2 раза. Раз, два,
Раз, два. И последний раз снова чередую. Раз. Снова 2 петли в одну точку. И остается 6 столбиков без накида по одному в каждую петлю до конца ряда. 2, 3, 4, 5. И 6 я делаю в подъемную воздушную петлю. Сейчас я покажу поближе. Вот так. Я связала 4 ряда клапанов. Снова делаю воздушную петлю, разворачиваюсь. Первую петлю пропускаю, делаю 5 столбиков без накида. Раз, два, 3, 4, 5. Проверяю себя с лица. Да, я дошла до скругления. Дальше я делаю 3 столбика без накида по одному в каждую петлю. Раз, два, 3. И столбик с прибавкой. То есть 2 столбика в одну петлю. Раз, два. Повторяю это чередование 3 раза. То есть еще 2. Один раз я уже сделала. Раз, два, 3. И столбик с прибавкой. Раз. И в ту же точку второй столбик. 2. Снова. Раз, два, 3. И столбик с прибавкой. Раз, два. Заканчиваю ряд 6 столбиков без накида по одному в каждую петлю. Раз, два, 3, 4, 5, 6. 5-й ряд тоже готов. Снова делаю воздушную петлю, разворот. Во вторую петлю от начала, раз, два, вставляю крючок, делаю первый столбик без накида, еще 4 столбика без накида по одному в каждую петлю. 3, 4. Проверяю себя с лица. Вот, действительно, я дошла до скругления. У меня идет 2 петли из одной точки. И дальше я делаю чередование 4 столбика без накида, по одному в каждую петлю, и столбик с прибавкой, то есть 2 столбика в одну петлю. Итак, начинаю. Раз, два, 3, 4. И дальше идет столбик с прибавкой. Раз, два, снова 4 столбика без накида по одному в каждую петлю. Раз, два, 3, 4. 2 столбика в одну точку. Раз, два. И снова 4 столбика без накида по одному в каждую петлю. 2, 3,
Снова 2 столбика без накида по одному в каждую петлю. Раз, два. И 6 столбиков до конца ряда. Раз, два, три, 4, 5 и вот сюда 6. 7 ряд. Делаю воздушную петлю, разворачиваюсь. Во вторую петлю я делаю первый столбик без накида и еще 4. Итого 5 столбиков без накида. Проверяю себя, да, я дошла до скругления. Дальше будет чередование 5 столбиков без накида и 2 столбика в одну петлю. Ну, я надеюсь, вы уже поняли эту схему. Она повторяет схему полукруга. Раз, два, три, 4, 5. Дальше идет 2 столбика в одну точку. Раз. И дальше 2. Снова 5 столбиков без накида по одному в каждую петлю. Раз, два, 3, 4, 5. 2 столбика в одну точку. Раз, два. Снова 5 столбиков без накида. Раз, два, 3, 4, 5. 2 столбика в одну точку. Раз, два. 6 столбиков до конца ряда. Раз, два, 3, 4, 5 и 6. Затем я хочу провязать еще прямой ряд столбиков без накида вот по этому краю клапана. И я сделаю угол. Угол у меня будет из 2 столбиков. То есть делаю в ту же точку еще один столбик. Я вставляю крючок прям за первую как бы петлю. Вот сюда. Последняя петля, сюда вставляю крючок дважды. Все, теперь можно обрезать нить и соединить ряд в кольцо. Нитку я отрежу где-то сантиметров 50. Я еще буду сшивать этой нитью клапан и сам рюкзак.
соединяю ряд с помощью протяжки. Подтягиваю всё. В этот момент клапан лучше всего погладить, отпарить, сделать так, чтобы он принял ровную форму. Я вставила этот длинный хвостик в пластиковую иголку. И теперь я буду пришивать. Смотрите, я сделала разметку на одной стороне рюкзака. То есть у меня на клапане вот здесь вот получилось, если их пересчитать, вот эти вот косички, их у меня 14. И, соответственно, я вот здесь тоже отложила 14 петель практически на глаз. То есть, конечно, петли я пересчитала, но вот их место для того, чтобы они пришлись четко как бы посередине, я сделала на глаз. Первая и 14 петля. Я разметку сделала маркером. Дальше прикладываю клапан и начинаю пришивать. Я буду пришивать клапан швом, который называется плоский шов, но, по-моему, это все та же разновидность трикотажного шва. Я не очень уверена насчет его названия, поэтому не буду утверждать это точно. Сначала продеваю как бы нить сквозь первую петлю клапана. Затем завожу иголку в первую петлю основы. Подтягиваю, возвращаю во вторую петлю основы и затем снова в первую петлю клапана. Вот так. Подтягиваю все во вторую петлю клапана и во вторую петлю основы и подтягиваю. Видите, я пришиваю его с лица за полупетли в третью петлю основы, во вторую петлю клапана. Каждая петля получается прошита 2 раза. Ну, фактически это все тот же самый трикотажный шов за полупетли. Ай, не трясись. И проходимся так до конца ряда. Смотрите, я пришила клапан до конца. И потом просто эту нитку вывела наизнанку, затем я ее там спрячу. Можно также этой же самой ниткой, только вот если ее оставить еще длиннее, ну, то есть, может быть, сантиметров там 50, может быть, метр, пришить точно так же еще и с изнаночной стороны точно такими же петлями. Ну, если вдруг вам захочется это сделать, то тогда и здесь будет точно такой же шов, как и вот тут. По-моему, очень аккуратный и очень красивый шов. Итак, я приступаю к созданию ручек. У меня будет одна ручка, которая будет сначала начинать одну лямку, затем переходить в петельку, а затем заканчивать вторую лямку. Я беру рабочую нить и с помощью крючка выведу ее наизнанку с того края, откуда у меня начнется лямка. Длины этой нити, этого хвостика, который внутри рюкзака, должно хватить для того, чтобы набрать 4 петли. Вставляю крючок в следующую петлю. Раз. И набираю таким образом 4 петли. Вы этого не видите, потому что все происходит внутри рюкзака. 2. 3. 4. Вот у меня получается краешек, по которому набрано 4 петли. Возвращаю эти петли на крючок, то есть там, где головка крючка, должна идти рабочая нитка. Подхватываю эту рабочую нитку и протаскиваю ее через все петли на крючке. Дальше я раздвигаю петли и ищу
там внутри этих петель, между ними нить, которая тянется, и набираю снова петли на крючок этой нитью, которая тянется. Там внутри проходит две нити. Одна будет идти от петли, она не тянется, а другая от клубка, и она тянется. Вот с помощью этой нити и нужно набрать 4 петли. То есть опять 4. Нужно следить за тем, чтобы количество петель было одинаково. Ну и вяжу вот таким образом эту лямочку. Смотрите, у меня есть отдельное видео по тому, как связать эту лямку. Например, как набрать эти петли, если вы не хотите, чтобы ваша лямка была пришита к рюкзаку. То есть как вяжется она отдельно. Вот здесь по подсказке переходите, и там будет отдельное видео по этой лямочке. Ну и вяжу таким образом на нужную мне высоту одной лямки. Я связала в длину ручку достаточно для моего изделия, и дальше я ее сразу же в процессе вязки буду прикреплять к основе своего рюкзака. Помните, вот здесь вот были 2 полупетли, за которые я делала шов. Вставляю туда крючок и подхватываю вот эти вот открытые петли. Затем в следующие 2 полупетли снова подхватываю петельку и провязываю ее как бы в эти 2 полупетли. Следующие 2. Верхнюю в нижнюю вставляю крючок и подхватываю петельку. И вот сюда. Ну и последнюю 4-ю петлю тоже нужно будет вывести таким же образом. Ну, дальше вновь возвращаю петли на крючок. И продолжаю вязать эту же лямочку. Провязываю все 4 петли. Видите, это было нужно для того, чтобы лямка прикрепилась вверху к основе рюкзака. Снова ищу нить, которая тянется между петлями. И провязываю все 4 петли. Ну и так далее. Это будет маленькая короткая ручка, которая вот так огибает рюкзак. Здесь она будет прикрепляться точно так же, как и здесь, в обратную сторону. Затем она снова продолжит свое вязание вот сюда, и здесь тоже прикрепится к основе рюкзака. Я связала 2-ю лямку на нужную длину, отрезаю нить. Смотрите, когда вы закончите вязать эту лямку, длину, 2-ю лямку, тут точно так же вот эти вот открытые петли нужно вывести на изнаночную сторону, ну как бы с противоположной от 1-й лямки стороны. Но я покажу вам, как ее прикрепить куда-нибудь вот сюда, лишь для того, чтобы можно было показать, потому что вот сюда будет мне очень неудобно показывать, как крепить, но вы на самом деле крепите, конечно, ручку сюда. Смотрите, нужно с изнаночной стороны вывести эти петли одна за другой. Раз. Затем в следующую петлю опять подхватываю петлю от ручки и одну через другую. Снова петлю, в петлю от ручки и одну через другую. В петлю, петлю от ручки и одну через другую. Ну и самым последним действием провязываю хвостик, совсем маленький остался, и все, хвостик дальше прячу на изнанке и подшиваю
эту нить к основе обычными нитками. Вот такое получается соединение. Вот так оно выглядит с лица. Вот каким получился у меня рюкзачок. У меня он, кстати, на магнитной кнопке, но сюда можно поставить и портфельный замочек. Вот он сзади. Донышко. Если вам понравилось это видео, то не забывайте ставить ему лайк, подписываться на мой канал. И пока-пока!